Абстрактные игры стараются очень часто делать привлекательными, хорошими по компонентам, по иллюстрациям, для того, чтобы вам было не только увлекательно играть в достаточно реиграбельную игру, но чтобы она еще была при этом красивой на вашем столе, и вы получали эстетическое удовольствие. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите GeekMedia, на столе у меня сегодня Art Nouveau Artistry. Это игра, в которой вы выступите в роли одного из деятелей искусств в период развития Art Nouveau и будете создавать свою художественную студию, вернее, студию искусств, и привлекать туда все новых деятелей, которые будут заниматься керамикой, стеклом, тканями и всем, чем только можно, но главное в стиле Art Nouveau. Изначально у каждого из вас будет вот такой вот один деятель искусств, и у него будет свой узор, вот здесь указанный, с помощью которого он сможет собирать различные жетончики с игрового поля. Это все различные материалы, которые нам понадобятся для того, чтобы творить шедевры. Шедевры у нас вот здесь, новые деятели искусств, которых можно привлечь к себе, вот здесь, у них у всех разные паттерны, и все они разбиты на 3 уровня. Базовый уровень первый, он дает вам возможность взять всего лишь 2 жетончика с игрового поля. Но если вы возьмете себе второго, то он будет давать 3. А третьего уровня, в принципе, вообще дает 4 штучки, но он всего один на всех. Кто первый сможет его забрать, тот и получит себе эту карточку. В ходе игры вы будете получать победные очки за произведение искусства, которое створили, а в конце игры получите победные очки за дополнительные карточки, которые взяли здесь, и за дополнительных деятелей искусств, которых набрали в ходе игры в свою команду. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Art Nouveau Artistry. Итак, все игроки ходят по очереди. Изначально у нас здесь, вот у меня сейчас раскладка на 3 игроков. В ней специально поле в этой игре сделано таким образом, что вы, если играете вдвоем, то используете только маленькую часть игрового поля на раунд, втроем побольше, вчетвером еще больше. И в свой ход каждый игрок делает всего лишь одно из 3 действий. Они очень простые. Первое действие — это взять жетончики с игрового поля. И вот у меня вот такой вот паттерн здесь указан. То есть я беру один откуда, например, отсюда и один отсюда. Но я могу развернуть ее и взять один отсюда и один отсюда. Или один отсюда и один отсюда и так далее. Тот игрок будет брать 2 соседних по диагонали, а следующий игрок будет брать 2 через 1. И тем самым мы будем набирать себе различные тайлики. Максимум у нас может быть 10 в нашем запасе. И в какой-то момент мы сможем прийти ко второму виду действия. Второй вид действия — это взять карточку искусства себе, оплатив ее жетонами, которые мы набрали. И в частности, вот эта вот карточка дешевая, она принесет всего одно победное очко и стоит 2 жетончика. Вот такой и вот такой. Вот это стоит 3, это 4, а эти стоят по 5, но они приносят больше очков. Кроме того, каждая карточка, которую вы берете, дает вам вот такой символ. И если этот символ на картах вашего искусства, которое вы уже сотворили, встречается первый раз, вы возьмете себе деятеля искусств соответствующего типа. То есть, если, например, я впервые взял себе такую карточку с таким символом, я получу себе деятеля искусств первого уровня вот этого. Но если мне в ходе игры удастся собрать 2 карточки, то есть, например, вот так вот, я возьму себе из этой колоды уже карточку второго уровня деятеля искусств. И они лягут у меня вот так и будут мне помогать. И у меня будет уже 3 варианта узора или паттерна, по которым я смогу взять. А если мне удастся набрать себе целых 4, то я получу себе еще и деятеля искусства 3-го уровня, который тоже будет давать мне возможность набирать отсюда жетончики, причем достаточно много. Единственный момент в том, что если вы будете распыляться и собирать предметы искусства разного вида, то, скорее всего, себе вот деятеля искусства 3-го уровня вы получите только к последнему раунду, когда игра уже практически закончилась и воспользоваться им нормально не сможете. Так что есть некоторая рекомендация не распыляться, а побежать сразу в один вид искусства, если, конечно, они хорошо выходят к вам на рынок. Таким образом, вы будете постепенно разбирать жетончики. То есть вот я взял вот этих 2, вот тот игрок взял вот этих 2, тот игрок взял вот эти 2. И постепенно мы будем их разбирать. Важный момент в том, что если, например, мы разобрали, вот я взял еще вот эти 2, этот игрок взял вот этот, и этот игрок видит, что коричневый жетон остался на поле только один. А это выгодно, даже если этот жетончик, может быть, ему не нужен, стоило бы его забрать, потому что как только он берет последний жетон с поля, он имеет право взять себе карточку вдохновения такого же цвета, то есть в данном случае это вот это. Эта карточка выложится к нему рядом с его игровой зоной, и он сможет использовать ее один раз за раунд. Перевернув ее, использовать способность. Но, например, вот эта способность, ее не надо переворачивать, она говорит вам о том, что у вас в запасе может быть на 2 жетона больше, то есть целых 12, а это очень выгодно, иной раз бывает, особенно на поздних раундах игры, когда вы понимаете, что у игроков уже накопились деятели искусства, которые берут больше, чем 2 жетона за ход,
И поэтому они быстренько разгребут все, что здесь есть, если вы будете тратить свои ходы на то, чтобы делать предметы искусства. Поэтому иной раз может быть неплохо накопить бы побольше, чтобы у вас был некоторый выбор, в том числе как по символам, которые вам нужны. Хотя, конечно, если вы видите, что кто-то другой бежит за вашими гончарными горшками или за вашими вазами, которые вы хотите себе взять для того, чтобы получить себе деятеля искусства нового уровня, возможно, стоит пренебречь этой идеей и побежать сразу туда, забирать эти карточки для того, чтобы взять себе нового деятеля искусства. Карты эти бывают достаточно разнообразные. Некоторые из них позволяют вам использовать один ресурс как любой тип ресурса. Некоторые позволяют вам вот это, например, взять 3 верхние карты отсюда и выкупить из них одну, если вы можете себе это сделать. То есть, например, если вас рынок не устраивает, вы можете спокойно взять карточку оттуда, и, может быть, вам она подойдет. Некоторые из них позволяют вам забирать один жетончик с игрового поля. Но, когда у нас практически все разобрано, вот, например, осталось вот так, и каждый игрок уже понимает, что у него не хватает жетонов на то, чтобы купить что-то с рынка. Ну, то есть я вот мог бы все-таки еще купить вот эту вот карточку, например, да, забрать ее себе, за нее получить себе еще одного деятеля искусства. Но, допустим, я не могу этого сделать. Игроки могут сказать пас. И как только мы всеми игроками пасанули, мы переходим к концу раунда. В этот момент обновится игровое поле. Если какие-то карточки были куплены отсюда, выложатся новые, и игроки начнут новый раунд. При этом важный момент, что если в течение раунда какой-то из игроков дошел до 20 очков, то этот раунд последний. Все игроки смотрят те места, которые у них заняты в соответствии с теми картами, которые они купили, то, что они получили в ходе игры, и дальше получают победные очки дополнительно по одному за каждую такую карту, и прогрессивно больше очков за каждый уровень своих деятелей искусств, которые у них есть. То есть, например, тот же самый деятель искусства 4 уровня принесет мощных 4 очка, а деятель искусства 2 уровня приносит всего 1. Игра очень простая по правилам, играется за 40 минут втроем, без проблем, и все, что вы будете делать в этой игре, это набирать себе жетончики с помощью своих паттернов, причем чем больше, соответственно, у вас различных карт, тем больше паттернов вы можете использовать для того, чтобы их набирать. И я вам дам для этого хороший пример. Вот я сказал пас в предыдущий раунд, но я мог бы сделать следующее. Первым своим ходом, в тот момент, когда все игроки уже предпочитают пасовать, я говорю, я буду выкупать себе вот этот предмет искусства. Плачу 2 зеленые и 1 коричневую, то есть я плачу их сюда, забираю себе эту карточку. За это я сразу получаю себе деятеля искусства. Ребята уже сказали пас, поэтому свой ход они пропускают. И у меня этот деятель искусства позволяет мне взять 2 соседние. Я заберу себе еще 2 этих жетончика. И в следующий раунд я, кроме того, что пришел уже с лишней карточкой с 2 очками, с лишним деятелем искусства, да еще и с 2 дополнительными жетонами, которые я по-другому бы не получил. Игра достаточно простая, она для семейного формата и мне чем-то напоминает немножко пряности. То есть вот именно порядок игры, как он проходит, то, что вы набираете и как вы это делаете, в целом очень похоже. Только там вы набирали кубики из общего резерва, а здесь вам нужно будет пользоваться геометрическими фигурами, для того, чтобы набрать себе как можно больше тайлов и еще смотреть, что набирают другие игроки, для того, чтобы им не досталось то, что им нужно. То есть, если, например, у вас на поле вышло мало желтых жетончиков, то, возможно, стоит заняться тем, чтобы забрать их побыстрее, особенно если у вас на рынке много карт, которые требуют желтых жетонов, особенно, например, там 2 карты, которые требуют по 2, может быть, пока другие игроки не особо заметили, не особо были проворливы, вы заберете себе там 4 желтых жетона, единственных с игрового поля, и на этом, в этом раунде отлично себя будет чувствовать, потому что можете не гнаться за картами, а спокойненько набирать другие жетоны, потому что там карты, которые взять можете только вы, лежат на поле, и вам никуда не нужно спешить. В игре приятные иллюстрации, карты все в стиле Art Nouveau, различные девушки нарисованы здесь. На коробке написано, что карты все взяты из открытых источников, либо дорисованы художницей. И компоненты в игре очень приятные. Так что, если вы хотите себе игру семейного уровня, в которой можно было поиграть там с разными возрастами, с дедушками, с бабушками в том числе, и не заморачиваться по правилам, то есть, что правила объяснялись там за 5 минут буквально, и потом каждый имел возможность победить, если он все-таки пользуется теми возможностями, которые дает игра, то можно попробовать Art Nouveau Artistry. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.